Всем привет! Меня зовут Марина, и мы с вами находимся на канале о вязании. Сегодня в этом видео предлагаю вместе со мной связать вот такие вот очень красивые, яркие, теплые домашние слитки, носочки. Высоту этих слитков носочек вы можете регулировать самостоятельно, исходя из ваших предпочтений. Очень получились они такие яркие, красивые и нарядные. Сейчас в мастер-классе свои вот эти слитки, носочки я буду вязать на размер ноги 36-38. Но в любом случае, перед тем, как приступать к вязанию, мы с вами разберемся с принципом их вязания так, чтобы вы могли их связать абсолютно на любой размер ноги. А вязать свои слитки в мастер-классе я буду из пряжи Атрико, называется пряжа Королевская альпака. Пряжа мне очень понравилась. Скажу сразу, что пряжа очень прочная и отлично подойдет для вязания как раз-таки носочков, слитков, так как вот эту нить вот порвать прям невозможно. Пряжа действительно, скажем так, очень прочная. И по составу идет такая максимально натуральная. Состав у данной пряжи будет идти 40% альпака, 40% меринос и 20% антипилинг. Вес мотка 100 грамм. И метраж здесь получается на 100 грамм 125 метров. Пряжа, несмотря на то, что вот по метражу идет такая толстая, но она идет не сильно объемная, поэтому свои слитки из данной пряжи я вязала спицами 3 миллиметра. Ну так, чтобы слитки были, во-первых, поплотнее, но при этом я не могу сказать, что полотно какое-то очень плотное, оно достаточно идет эластичное и очень хорошо тянется. И вот я использовала, как вы видите, 3 контрастных цвета пряжи: желтый, розовый и вот такой вот красивый голубой цвет. Поэтому очень рекомендую данную пряжу вот как раз-таки для вязания носочков, слитков. То есть носочки-слитки получатся и достаточно теплые, при этом хорошо будут вот именно вести себя в процессе эксплуатации, то есть прослужит вам очень-очень долго. То есть еще раз, пряжа Атрико называется Королевская альпака. Сколько грамм пряжи у меня ушло, то есть общий вес слитков, я вам сейчас подпишу на экране. Но в любом случае, как вы видите, если вы захотите слитки связать цветные, трехцветные, как и я, то понадобится в любом случае один моток, к примеру, желтый, один розовый и один моток голубой. Ну вот желтого нам совсем немножко нужно, вот что у меня осталось от целого мотка, то есть здесь совсем немного. Это вот что у меня осталось из пряжи вот розового цвета, ну голубую я вот еще вяжу, так как сейчас я еще буду вязать вот подошву для второго слитка. И как я сказала, я буду слитки вязать на спицах, значит, смотрите, круговых, диаметр 3 миллиметра, и для вязания вот этого мыска нам понадобится 2 чулочные спицы, также диаметром 3 миллиметра. То есть мы с вами сначала свяжем резинку, после чего приступим к вязанию мыска, после чего вывяжем подъем, и в конце нам останется связать только подошву. То есть у нас все вяжется цельным полотном. Здесь идет всего лишь один шов по вот этой задней части. В процессе вязания каждый провязанный участок я вам измеряю в сантиметрах, так, чтобы вы могли ориентироваться не только на количество провязанных рядов, но и на количество сантиметров каждого провязанного участка. Поэтому, друзья, надеюсь, вам нравятся данные слитки, и вы сейчас с удовольствием свяжете их вместе со мной. Поэтому берем пряжу, готовим спицы и приступаем к вязанию. На круговые спицы, диаметр спиц я беру 3 миллиметра. Набирать петли я буду на 2 спицы для того, чтобы наборный край был эластичным. Обычным способом набора с помощью длинного хвоста я сейчас наберу 42 петли.
То есть набираем количество петель кратное 2. На спице я набрала 42 петли. Одну спицу вынимаю, и теперь сразу буду приступать к вязанию первого ряда резинки. Первую кромочную петлю я снимаю, далее я провязываю 1 петлю лицевую, 1 петлю изнаночную. Дальше вязание будем повторять, провязывая 1 петлю лицевую, 1 петлю изнаночную. Так мы вяжем до конца первый ряд резинки. Последние кромочные петли на протяжении всего вязания мы будем провязывать изнаночной петлей, и вязание я переворачиваю вот на обратную сторону. И теперь, начиная со второго ряда, мы будем провязывать все петли по рисунку, то есть первую кромочную петлю я снимаю, и далее я провязываю лицевые петли лицевыми, изнаночные петли провязываю изнаночными. 1 петля лицевая, 1 петля изнаночная, лицевая петля, изнаночная. Таким образом, я сейчас провяжу эту резинку 13 рядов. Вы можете провязывать эту резинку любое необходимое вам количество рядов. Сейчас я самостоятельно провяжу всю необходимую высоту, далее измерю провязанный участок в сантиметрах. Итак, вот я провязала необходимую высоту резинки. Как я говорила, здесь у меня провязано всего 13 рядов. Значит, смотрите, наборный кончик нити у меня сейчас расположен с левой стороны, и вот ниточка от моточка расположена с правой стороны. Вот эта сторона вязания будет являться лицевой стороной полотна. Ну и смотрите, высота провязанного участка у меня получилась равна, ну смотрите, где-то примерно 5,5, почти 6 сантиметров. И теперь я сразу буду приступать к вязанию мыска. Следки у меня будут идти трехцветные, и мысок я сейчас буду вязать этой же пряжей, но контрастным розовым цветом. И смотрите, раппорт вот этого узора, который я сейчас буду вывязывать на мыске, будет равен 9 петлям. И здесь у меня идет вот 1 и 2 раппорт узора. То есть мысок я буду вывязывать вот из 2 раппортов узора. То есть получается 9 плюс 9 18 и плюс 2 петли кромочные. То есть для вязания мыска мы сейчас должны выделить центральных 20 петель. Поэтому 42 петли, которые мы набирали для резинки, минус 20 центральных петель мыска, и оставшиеся петли мы делим на 2 боковые части. И это у меня сейчас получается 11 петель 1 боковая часть, 11 петель 2 боковая часть, и 20 петель это петли мыска. Поэтому мы сейчас, во-первых, вот нить желтого цвета мы оставим чуть подлиннее. В конце нам нужно будет сшить вот этот небольшой участок резинки. И в принципе эта нить нам больше не нужна, мы ее обрезаем. Далее я беру вот наши круговые спицы, и получается вот с левой круговой спицы на правую я переснимаю 11 петель. Это петли первой боковой части, то есть петли эти просто переснимаем, не провязывая. 11 петель я пересняла, и круговую спицу эту я откладываю. Далее мы должны взять 2 чулочных спицы. Диаметр спиц у меня идет также 3 миллиметра. И на чулочную спицу я сейчас также просто пересниму 20 петель. Это как раз таки те петли, из которых мы сейчас будем вывязывать всю необходимую длину мыска. 20 петель на чулочную спицу я пересняла, и здесь у меня осталось 11 петель. Это петли второй боковой части. И эту круговую спицу я также сейчас могу отложить. Теперь я беру вторую чулочную спицу и беру вот нить контрастного цвета. И сейчас смотрите, вот как я говорила, в тот момент, когда наборный кончик у нас будет располагаться именно с левой стороны, вот ниточка, которую мы обрезали с правой стороны, эта сторона вязания является лицевой,
А мы сейчас должны взять наше вязание вот этой изнаночной стороной к себе, так как мы сейчас с изнаночной стороны провяжем нулевой ряд. Далее мы берем нить контрастного цвета, кончик этой нити я просто прикладываю к краю, и первую петлю я провяжу сейчас лицевой, так как у нас идет присоединение нового цвета. И далее в нулевом изнаночном ряду я все петли до конца ряда сейчас должна провязать изнаночными. В конце ряда последнюю 20-ю петлю мы провязываем также изнаночной петлей. Это будет идти кромочная петля мыска, и вязание мы сейчас переворачиваем. Вот получается на лицевую сторону. И теперь вот с лицевой стороны мы будем приступать к вязанию первого лицевого ряда. Первую кромочную петлю я снимаю. Далее начинается раппорт нашего узора. 1 петля изнаночная, 2 петли лицевых, третью вот петлю лицевую мы сейчас просто снимаем, не провязывая, оставляя рабочую нить за работой, после чего провязываем 1 петлю изнаночную. После изнаночной петли следующую петлю мы также сейчас просто снимаем, не провязывая, оставляя рабочую нить за работой, после чего провязываем 2 петли лицевых и 1 петля изнаночная. То есть вот я провязала после кромочной петли 9 петель, которые и будут являться раппортом нашего узора в ширину. Далее вязание мы повторяем. Еще раз вяжем 1 петля изнаночная, 2 петли лицевых, 1 петлю снимаем, не провязывая, оставляя рабочую нить за работой, 1 петля изнаночная, 1 петлю снимаем, не провязывая, оставляя рабочую нить за работой, 2 петли лицевых, 1 петля изнаночная. И вот я провязала уже второй раппорт узора в ширину. Последнюю петлю 20-ю в конце ряда я провязываю изнаночной петлей. И вот мы провязали с вами первый лицевой ряд. Вязание переворачиваю сейчас на изнаночную сторону. С изнаночной стороны приступаем к вязанию второго изнаночного ряда. Кромочную петлю я снимаю. Далее я провязываю 1 петлю лицевую, 2 петли изнаночных. И вот идет та петля, которую мы переснимали в предыдущем ряду. Эту сейчас петельку мы также просто снимаем, не провязывая, оставляя рабочую нить перед работой, то есть по изнаночной стороне. Далее я провязываю 1 петлю лицевую, и опять сразу идет петля, которую я переснимала в предыдущем ряду. Эту петлю я также снимаю, не провязывая, оставляя рабочую нить перед работой. После чего я провязываю 2 петли изнаночных, 1 петля лицевая, 2 петля лицевая, 2 петли изнаночных. И вот снова идет та петля, которую мы переснимали в предыдущем ряду. Петлю эту снимаю, не провязывая, оставляя рабочую нить перед работой. 1 петля лицевая. Снова идет та петля, которую я переснимала в предыдущем ряду. Ее я снимаю, не провязывая эту петельку, оставляя рабочую нить перед работой, после чего провязываю 2 петли изнаночных, 1 петля лицевая, кромочную последнюю петлю в конце ряда я провязываю изнаночной петлей. И вязание я сейчас переворачиваю вот на лицевую сторону. С лицевой стороны приступаем к вязанию третьего лицевого ряда. Первую кромочную петлю я снимаю. Далее я провязываю 1 петля изнаночная, и вот у нас идут 3 петельки, 2 лицевых и петля, которую мы переснимали. Сейчас мы будем делать перекрещивание этих петель с наклоном в правую сторону. Поэтому на правую спицу перед работой я подхватываю ту петлю, которую я переснимала в предыдущих 2 рядах. Аккуратно левую спицу вынимаю из 3 петелек и за работой на левую спицу возвращаю обратно вот первую
и вторую петлю. Петли меняю местами, и вот эту одну петлю, которая расположена сейчас на правой спице, я возвращаю обратно на левую. И вот за правую стенку этих петель мы сейчас провязываем одну петлю лицевую, вторую петлю лицевую и третья лицевая петля. Далее я провязываю одну петлю изнаночную, и вот снова идут следующих 3 петли, которые мы должны сейчас перекрестить с наклоном в левую сторону. То есть за работой на правую спицу я подхватываю вот по порядку, если вторую и третью петлю. Также аккуратно вынимаю вот левую спицу из 3 петель и на левую спицу перед работой подхватываю первую петельку. То есть это та петля, которую мы переснимали в первом и во втором ряду. Петли меняем местами. Далее 2 петли возвращаю обратно с правой спицы на левую, после чего провязываю 3 петли лицевых. Раз, лицевая петля, 2 и третья лицевая петля, после чего мы должны провязать одну петлю изнаночную. И вот я провязала один раппорт узора в ширину. То есть вот в начале мы делали перекрещивание с наклоном вправо, далее мы сделали перекрещивание с наклоном влево. И теперь вязание мы должны наше повторить. Вяжем 1 петля изнаночная и снова делаем перекрещивание 3 вот этих петель с наклоном в правую сторону. Перед работой на правую спицу я подхватываю, вот если по порядку, третью петлю. Аккуратно 3 петли снимаю с левой спицы и за работой на левую спицу возвращаю обратно первую и вторую петлю. Петли меняю местами. Вот эту третью петлю, которую мы пересняли сейчас на правую спицу, возвращаю эту петельку обратно на левую спицу, и после чего мы провязываем 3 этих петли лицевыми петлями. 1, 2 и 3 лицевая петля. Далее мы провязываем 1 петлю изнаночную и теперь делаем снова перекрещивание 3 петель с наклоном в левую сторону. За работой на правую спицу подхватываю 2, 3 петлю, 3 петли снимаю с левой спицы перед работой на левую спицу. Вот возвращаю обратно первую петельку. Петли меняем местами. 2 петли возвращаем также на левую спицу и провязываем этих 3 петли, как вот 1 лицевая петля, 2 лицевая петля и 3 лицевая петелька, после чего вяжем 1 петлю изнаночную. Это я провязала 2 раппорт узора в ширину, и последнюю кромочную петлю в конце ряда я провязываю изнаночной петлей, и вязание я переворачиваю на изнаночную сторону. С изнаночной стороны приступаем к вязанию 4-го изнаночного ряда. Первую кромочную петлю я снимаю, и далее в 4-м изнаночном ряду мы должны провязать все петли по рисунку, то есть 1 петля лицевая, 3 петли изнаночных, 1 петля лицевая, 3 петли изнаночных. То есть петли как идут, так я их и провязываю. Далее в центре вот здесь у нас идут 2 петли лицевых, 3 петли изнаночных, 1 петля лицевая, 3 петли изнаночных, 1 петля лицевая, кромочную последнюю петлю в конце ряда провязываю изнаночной петлей, и вязание переворачиваю сейчас на лицевую сторону. То есть вот мы с вами сейчас провязали 4 ряда. 4 этих ряда и будут являться раппортом нашего узора в высоту. То есть дальше мы наше вязание снова повторяем с 1-го лицевого ряда. То есть кромочную первую петлю я снимаю, далее провязываю 1 петлю изнаночную, 2 петли лицевых, 3-ю петельку лицевую мы сейчас снимаем, не провязывая, оставляя рабочую нить за работой, после чего провязываем 1 петлю изнаночную. Следующую лицевую петлю снимаю, не провязывая, оставляя рабочую нить за работой, 2 петли лицевых,
1 петля изнаночная. И вот я провязала 1 раппорт узора в ширину. Это мы вяжем, получается, уже первый ряд второго раппорта. Еще раз. 1 петля изнаночная, 2 петли лицевых, 1 петлю снимаю, не провязывая, оставляя рабочую нить за работой, 1 петля изнаночная, 1 петлю снимаю, не провязывая, оставляя рабочую нить за работой, 2 петли лицевых, 1 петля изнаночная, кромочную последнюю петлю в конце ряда я провязываю изнаночной петлей. То есть таким образом мы сейчас должны самостоятельно вывязать всю необходимую длину мыска, повторяя 4 ряда, которые вот мы с вами вместе провязали. То есть повторяя раппорт узора, который вот равен 4 рядам. И если сейчас вот я посмотрю на готовый следок, у меня, смотрите, длина этого мыска сейчас равна 9 провязанным раппортам узора. То есть после того, как я сейчас самостоятельно провяжу вот этих 9 раппортов узора, я подключусь, измерю провязанный участок в сантиметрах, и мы с вами приступим вот здесь к убавлению петель мыска. И вот этот участок, там, где мы будем делать эти убавления, мы будем вязать уже платочной вязкой. Поэтому сейчас самостоятельно я провяжу 9 раппортов узора и далее подключусь, и мы вместе продолжим наше вязание. Итак, я провязала длину мыска до убавок. Здесь у меня провязано, как я говорила, ровно 9 раппортов узора. И если в сантиметрах длина этого мыска у нас сейчас равна, ну, где-то примерно 13-13,5 сантиметров длина мыска до убавок. Теперь мы будем приступать к убавлению петель вот этого мыска, так, чтобы он у нас немножечко заужался и имел здесь такую овальную форму. И эти убавления мы будем провязывать платочной вязкой, то есть все петли мы будем вязать лицевые и в лицевом, и в изнаночном ряду. Поэтому первую кромочную петлю я снимаю, и далее сразу следующих 2 петли мы должны провязать как 2 петли вместе лицевой петлей, после чего все остальные петли я сейчас провязываю лицевыми. То есть и лицевые, и изнаночные петли я сейчас провязываю обычными лицевыми петлями. В конце ряда у нас сейчас нужно сделать так, чтобы осталось 3 петельки. Вот остается последних 3 петли. И первую по порядку, и вторую петлю в конце ряда я провязываю так же, как 2 петли вместе лицевой петлей. И последнюю кромочную петлю в конце ряда я провязываю изнаночной. И вязание я сразу переворачиваю на изнаночную сторону. С изнаночной стороны никаких убавлений мы делать не будем. Здесь просто первую кромочную петлю я снимаю, и далее все остальные петли до конца ряда мы сейчас должны провязать лицевыми петлями. И только последнюю кромочную петлю в конце ряда я провязываю изнаночной. И вязание переворачиваю сейчас снова на лицевую сторону. И снова в лицевом ряду мы будем делать убавление петель в начале и в конце ряда. Поэтому первую кромочную петлю я снимаю, и далее следующих 2 петли вот мы должны провязать как 2 петли вместе лицевой петлей. После чего все остальные петли мы снова провязываем лицевыми, не довязывав до конца ряда последних 3 петель. И когда в конце ряда у нас сейчас остаются 3 последних петли, здесь вот первую и вторую петлю в конце ряда я провязываю 2 петли вместе лицевой петлей, последнюю кромочную петлю провязываю изнаночной, вязание переворачиваю сейчас на изнаночную сторону. С изнаночной стороны кромочную снимаю петельку, и далее все остальные петли до конца ряда мы провязываем
лицевыми, это в изнаночном ряду, не делая никаких убавок. Кромочную последнюю петлю в конце ряда я провяжу изнаночной петлей. Таким образом мы сейчас дальше будем продолжать убавлять петли мыска в каждом лицевом ряду в начале и в конце ряда. И я буду убавлять эти петли до тех пор, пока вот здесь у нас на спицах должно остаться центральных 10 петель. То есть мы должны наши петли, получается, сократить в 2 раза. То есть мысок мы вязали из 20 петель, и я буду убавлять петли вот так, чтобы в итоге осталось на спицах 10 петель. Итак, вот я провязала всю длину мыска и сделала вот необходимое количество убавок. То есть на спицах здесь у меня осталось 10 петель. И всего здесь вот получается на убавление петель этого мыска мне понадобилось 5 платочных дорожек. И мы теперь можем измерить общую длину мыска. И эта общая длина мыска в ровном, не растянутом виде равна, ну, где-то примерно 15, может быть, 15,5 сантиметров. Теперь, смотрите, нить розового цвета. Здесь мы можем обрезать. И далее петли мыска мы должны отложить. И сейчас мы должны вернуться в начало нашего вязания. То есть мы сейчас, получается, вот мысок откладываем. И петли, получается, вот этой первой боковой части, то есть вот идет начало нашего ряда, мы сейчас эти петли обратно возвращаем на левую круговую спицу, пропустив вот наш мысок. Сейчас мы с вами будем приступать к вязанию подъема. И начинать вязать этот подъем я буду сейчас также розовым цветом. Подъем я буду вязать платочной вязкой. Поэтому я сейчас беру вот нить розового цвета. Кончик этой нити я просто прикладываю к краю. И первую кромочную петлю я сейчас вот провязываю лицевой. Далее все остальные петли мы провязываем лицевыми. То есть это получается 11 лицевых петель мы должны провязать. Это петли первой боковой части. Провязала. Теперь смотрите, получается, вдоль вот этой длины мыска мы будем сейчас поднимать петли. Сейчас мы с вами должны пересчитать все кромочные петли. Предлагаю это сделать вот здесь с обратной стороны. Как раз таки вот мы здесь сейчас можем вот подтянуть за петельку. Вот она у нас идет, это петля, где мы присоединяли нить. То есть вот таким образом беру полотно. И вот сейчас получается вот эта петля, вот она у нас идет первая кромочная, далее вторая кромочная петля, третья, четвертая, пятая, шестая, 20, 21, 22, 23. То есть вот у меня вдоль длины этого мыска сейчас провязано, получается 23 кромочных петельки. Так, и как всегда обычно я делаю, смотрите, получается вот здесь в этом промежутке, вот от, получается, петли, ну вот или с этой стороны, вот у нас идет последняя провязанная сейчас петля, и вот идет первая розовая кромочная петля. Вот здесь в этом промежутке, чтобы не было дырочки, я также подниму одну петельку. То есть итого вдоль одной боковой линии мыска я подниму 24 петли. И, соответственно, вдоль второй боковой линии мыска я также подниму 24 петли. Поэтому сейчас вот где-нибудь здесь за желтую стеночку петель я подниму вот где-нибудь одну вот так петельку. И эту поднятую петлю я провяжу как скрещенную лицевую петельку, то есть не за правую, а за левую стенку этой петли. И это будет считаться первая поднятая петля. Дальше я поднимать петли буду по розовым кромочным петлям. То есть вот идет первая розовая петля. То есть вот за две стенки вот этой петли кромочной я вставляю спицу и оттуда вынимаю, получается, уже вторую петельку. Далее вот идет следующая кромочная петля за две стенки кромочной петли. Вот я вынимаю третью петлю.
4 поднятая петля, 5, 6, 7 и так далее. Всего я здесь подниму, вот в моем случае получается 24 петли. Итак, вот я подняла всего 24 петли, это от одной боковой линии мыска. Далее у нас на спице чулочной расположено 10 петель, и этих 10 петель я сейчас должна провязать лицевыми петлями. То есть я сейчас должна здесь провязать 10 лицевых петель. Десятую петлю здесь также вот я провязываю лицевой петлей. Чулочные спицы мы можем отложить. И теперь вдоль вот этой второй боковой линии мыска я также должна поднять, ну вот в моем случае получается 24 петли. То есть также за 2 стенки кромочной петли вот я вынимаю первую петельку, вторая петля, 3, 4 и так далее. Всего я сейчас подниму 24 петли, после чего провяжу лицевыми петлями 11, получается, петель. Это петли второй боковой части. Единственное, вот здесь последнюю 11-ю петлю боковой части в конце ряда я провяжу изнаночной, так как это идет кромочная петля нашего края. Итак, вот таким образом сейчас выглядит наша заготовка. И по количеству петель у нас получается 11 петель, это петли первой боковой части, 24 петли мы подняли вдоль вот этой линии мыска, 10 петель у нас оставалось вот от вязания мыска, далее идет 24 петли со второй боковой линии мыска и 11 петель это петли второй боковой части. И сейчас из этого количества петель мы и будем вывязывать подъем. Поэтому сейчас, смотрите, вязание я разворачиваю изнаночной стороной вот к себе, так как рабочая нить расположена с этой стороны. И теперь с изнаночной стороны первую кромочную петлю я снимаю. И далее все остальные петли до конца ряда. То есть вот у нас идет с этой стороны конец ряда. Мы сейчас должны провязать лицевыми петлями. То есть сейчас мы с вами будем провязывать лицевые петли и в лицевом, и в изнаночном ряду. Итак, вот я довязала ряд с изнаночной стороны до конца. Вязание перевернула вот на лицевую сторону. И с лицевой стороны от подъема у нас уже получилась одна провязанная платочная дорожка. То есть сейчас опять с лицевой стороны получается первую кромочную петлю мы просто снимаем. И далее опять все петли до конца ряда мы сейчас должны провязать лицевыми. Далее вязание снова перевернем на изнаночную сторону, и с изнаночной стороны также все петли до конца этого ряда провяжем лицевыми. То есть сейчас, когда мы самостоятельно провяжем ряд с лицевой стороны и далее провяжем ряд самостоятельно с изнаночной стороны лицевыми петлями, у нас уже получится провязано 2 платочных дорожки, относящихся к подъему. И опять же, если мы посмотрим на готовый следок, розовым цветом у меня этот подъем провязан как раз таки 2 платочных дорожки. То есть сейчас провяжу лицевой ряд, изнаночный ряд, и нить розового цвета мы также можем уже обрезать. Она нам больше не нужна. После чего я возьму нить голубого цвета. Также с лицевой стороны кончик вот контрастной нити просто приложу к краю, и голубым цветом подъем я провяжу еще 3 платочных дорожки, или это будет соответствовать 6 провязанным рядам. То есть высота этого подъема у меня сейчас должна быть равна всего вот 5 провязанным платочным дорожкам. 2 розовых платочных дорожки и 3 платочных дорожки провязаны голубым цветом. То есть все петли вяжем лицевыми и в лицевом, и в изнаночном ряду. После того, как мы сейчас, каждый из нас вывяжет самостоятельно
всю необходимую высоту этого подъема. Дальше я подключусь, и мы с вами вместе приступим к вязанию подошвы. Итак, вот я провязала всю необходимую высоту подъема, и здесь у меня всего провязано 5 платочных дорожек. И высота провязанного участка, то есть именно подъема, равна, ну, где-то примерно 2,5 сантиметра. При этом, смотрите, у нас полотно идет очень эластичное и хорошо тянется. И если мы сейчас вот ровно разложим наше полотно, не растягивая в центре, измерим ширину, не растягивая, повторюсь. То есть одна часть подъема мысок и вторая часть подъема в ширину. Вот этот участок равен 12 сантиметров. Ну и давайте измерим вот здесь длину от резинки, где мы начали вязать мысок. Далее длина мыска плюс вот этот подъем. Вот эта длина сейчас равна 17 сантиметров. И сейчас мы с вами будем приступать к вязанию подошвы. На спицах у нас всего сейчас расположено 80 петель. Вязать подошву я буду из центральных 12 петель. Поэтому у нас сейчас получается 80 петель минус 12 петель подошвы. Это получается 68. И 68 я делю на 2 боковых части. Ну и это у нас получается 34 петли 1 боковая часть, 12 петель подошва и 34 петли 2 боковая часть. Поэтому сейчас вот здесь ниточку голубого цвета, который вот я сейчас вязала подъем, мы можем здесь обрезать. И дальше, смотрите, мы должны, вот, держа нашу деталь, заготовку лицевой стороной вверх, переснять, не провязывая, 34 петли. То есть это петли первой боковой части. То есть вот получается с левой спицы на правую круговую спицу мы должны переснять 34 петли. Итак, на правую круговую спицу я пересняла петли первой боковой части, то есть пересняла 34 петли. И как раз таки сразу следующих вот этих 12 петель это будут идти петли подошвы. Поэтому мы сейчас берем, вот в моем случае, нить голубого цвета. Кончик этой нити я вот просто прикладываю к краю заготовку следка, я держу лицевой стороной вверх. И первую петлю я сейчас провязываю лицевой, после чего мы сейчас будем провязывать все петли лицевыми. То есть вот первая петля, вторая, третья, четвертая, десятая, 11 петля подошвы, и остается 12 петля подошвы, и после чего пошли петли второй боковой части. Когда заготовку следка мы будем держать лицевой стороной вверх, последнюю петлю подошвы мы будем провязывать вместе с петлей боковой части. И этих 2 петли мы будем провязывать с вами как 2 петли вместе, и изнаночной петлей провязала, и вязание переворачиваю на изнаночную сторону. С изнаночной стороны первую кромочную петлю я снимаю, дальше провязываю, получается только петли подошвы, то есть вот до вот этой 12 петли, то есть это та петля, где мы присоединяли нить. То есть петли вяжем лицевыми. И вот сейчас будет идти последняя 12 петля подошвы. Это та петля, как я сказала, где мы присоединяли нить. С изнаночной стороны петлю подошвы и петлю боковой части мы будем провязывать как 2 петли вместе лицевой петлей. Провязала, и вязание переворачиваю сейчас на лицевую сторону. С лицевой стороны опять вязание мы будем повторять. То есть первую петлю я снимаю, смотрите, рабочую нить мы никуда не перекручиваем, а вот первую петлю снимаю и рабочую нить завожу на обратную сторону между первой и второй петелькой.
Далее провязываю снова петли подошвы. И эти все петли я провязываю лицевыми. И далее вот с лицевой стороны последнюю 12-ю петлю подошвы, вот она у нас идет, мы будем провязывать снова вместе с петлей боковой части. С лицевой стороны 2 этих петли я буду провязывать как 2 петли вместе и изнаночной петлей. И снова вязание я сразу переворачиваю на изнаночную сторону. С изнаночной стороны снова первую петлю снимаю. Далее провязываю все петли лицевыми, после чего последнюю 12-ю петлю подошвы и первую петлю боковой части с изнаночной стороны мы сейчас провяжем вот как 2 петли вместе лицевой петлей. Провязала, вязание переворачиваю на лицевую сторону. То есть таким образом мы продолжаем вязать всю длину подошвы, убавляя в конце каждого ряда 1 петлю от боковой части. И так мы вяжем эту длину подошвы до тех пор, пока вот здесь в конце у нас должно остаться 5 петель от боковых частей. То есть 5 петель с одной стороны и 5 петель с другой стороны. Далее я подключусь, и вместе с вами мы дальше продолжим убавлять петли боковых частей. Только на том этапе, когда останется 5 петель, мы будем убавлять еще и петли подошвы. И вот я провязала длину подошвы, и от боковых частей с одной и с другой стороны у меня осталось по 5 петель. Теперь на данном этапе, смотрите, во-первых, заготовку нашей вот этой подошвы я держу лицевой стороной вверх. Первую петлю я снимаю. Так, и далее провязываю петли лицевыми. Сейчас мы до конца ряда должны не довязать 3 петель именно подошвы. То есть вот в конце ряда у нас сейчас должно остаться 5 петель боковой части и 3 петли подошвы. Первую и вторую петлю подошвы мы сейчас должны провязать вот в конце ряда как 2 петли вместе лицевой петлей, после чего последнюю петлю подошвы и первую петлю боковой части с лицевой стороны мы продолжаем провязывать как 2 петли вместе изнаночной петлей. То есть вот сейчас в конце ряда я убавила 2 петли, 1 петлю подошвы и 1 петлю боковой части. Вязание переворачиваю на изнаночную сторону. С изнаночной стороны также провязываю сейчас все петли лицевыми, не довязывав 3 петель подошвы. Вот в конце ряда у нас также здесь должно остаться 5 петель боковой части, 3 петли подошвы. Первую и вторую петлю подошвы я провязываю как 2 петли вместе лицевой петлей, и последнюю петлю подошвы и первую петлю боковой части с изнаночной стороны я сейчас провяжу как 2 петли вместе лицевой петлей, и вязание переворачиваю на лицевую сторону. И теперь вязание мы будем повторять, то есть в конце каждого ряда мы будем убавлять 2 петли. То есть вначале мы будем провязывать вот все петли лицевыми, не довязывав 3 петель подошвы. Когда в конце ряда остаются 3 петли подошвы, вот 2 петли вместе я провязываю лицевой петлей, после чего последнюю петлю подошвы и первую петлю боковой части с лицевой стороны я провязываю как 2 петли вместе изнаночной петлей. Так мы продолжаем вязать длину нашей подошвы дальше, в конце каждого ряда убавляя 2 петли. И вот от первой вот боковой части я уже убавила все петли. Вязание я переворачиваю на изнаночную сторону, и вот уже на данном этапе, смотрите, у меня осталось 3 петли подошвы и 1 петля боковой части, поэтому провязываем последний ряд. Первую петлю я снимаю, далее я провязываю 1 просто петлю лицевую, и вот последняя петля подошвы и последняя петля боковой части. С изнаночной стороны 2 этих петли я провязываю вместе лицевой петлей. Вязание переворачиваю сейчас на лицевую сторону. И вот у нас осталось на спицах только последних 3 петли подошвы. Сейчас
Первую петлю я сниму для того, чтобы рабочую нить завести на обратную сторону между первой и второй петлей. Первую петлю возвращаю обратно. Далее 3 этих петли мы сейчас должны с вами провязать как 3 петли вместе. Так, 3 петли вместе лицевой петлей провязала. Последнюю эту петельку я сейчас вот вытаскиваю подлиннее, и спицы мы можем отложить. Далее нить голубую эту мы оставим чуть подлиннее, кончик нити этот обрезаю. После чего сейчас вот эту последнюю петельку я беру и вот просто вытаскиваю. Все, мы с вами связали наш следок. Теперь смотрите, все кончики, которые у нас есть, мы кладем вовнутрь, вот в изнаночную сторону. Сейчас мы должны с вами оставить только 2 кончика нити. Это нить вот голубого цвета. Этой нитью я сейчас буду сшивать вот этот подъем 5 платочных дорожек. И вот нить желтого цвета, я также говорила, нужно оставить подлиннее. Этой нитью мы сошьем вот участок резинки. Поэтому сейчас вот нить голубого цвета мы должны одеть в иголку с большим ушком. Нить я одела в иголку с большим ушком, и теперь участок там, где у нас вязался подъем платочной вязкой, я буду сшивать. Ну, во-первых, смотрите, заготовку я держу лицевой стороной наружу. То есть прошиваем мы этот шов по лицевой стороне, так, и сшивать этот участок я сейчас буду не за кромочные петли, а вот здесь за первую петлю от платочной дорожки вставлять иголку я буду справа налево. Сначала с одной стороны и сразу иду на обратную сторону. Здесь также первая платочная дорожка, и вот здесь у нас будет идти первая петля. Иголку я вставляю справа налево. Дальше иду на эту сторону, вторая платочная дорожка, и вот первая петля от платочной дорожки. Справа налево иголку вставляю с одной и сразу иду на обратную сторону, вторая платочная дорожка и первая петля. Третья платочная дорожка с одной и третья платочная дорожка с другой стороны. Далее 2 этих розовых платочных дорожки я также прошью нитью голубого цвета. То есть первая розовая платочная дорожка с одной стороны и с другой стороны иголку вставляю справа налево. И это мы с вами сейчас прошили. Получается вот здесь подъем. Аккуратно этот шов, если необходимо, подтянем, убедившись в том, что нигде ничего не перетянуто. Далее, наверное, буквально несколькими стежками прошью этих 2 края между собой, после чего иголку с нитью я вывожу вот на изнаночную сторону. Теперь в иголку с большим ушком мы должны одеть нить желтого цвета. Желтую нить я одела в иголку с большим ушком, и участок резинки я сейчас буду прошивать за кромочные петли. Значит, здесь смотрите, в одну кромочную петлю иголку я вставляю и справа налево через соседнюю петлю иголку вывожу. Иду сразу на обратную сторону, и здесь также в одну кромочную петлю иголку вставляю и справа налево в соседнюю кромочную петлю иголку с нитью вывожу. Также вот кромочная петля, в одну вставляю и через соседнюю петлю кромочную справа налево иголку вывожу. Так мы сейчас будем прошивать всю длину вот этой резинки. При сшивании мы обязательно контролируем, чтобы вот здесь 2 края ровно сошлись между собой. То есть справа налево сначала с одной и затем вот с другой стороны. Итак, я прошила вот длину вот этого нашего шва, там, где у нас связалась резинка. И теперь, смотрите, мы наши следки должны вывернуть на изнаночную сторону. И вот все кончики, которые здесь у нас есть, мы должны спрятать
по изнаночной стороне самостоятельно любым удобным для вас способом. И вот, друзья, после того, как по изнаночной стороне мы спрячем кончики, наши следочки будут полностью готовы. Получились они очень мягкие, красивые, уютные и яркие. И я думаю, у вас все получилось связать сейчас вместе со мной. Поэтому, друзья, надеюсь, данный мастер-класс был для вас полезным и понятным. Поэтому обязательно поддержите это видео пальчиком вверх. Подписывайтесь на мой канал. Сейчас мы с вами будем прощаться. До новых встреч и всем пока-пока.